Здравствуйте, друзья! Американская фигуристка Алиса Лью объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом американка сообщила на своей странице в одной из социальных сетей. На чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года спортсменка заняла 3-е место. «Я хочу объявить, что ухожу из фигурного катания. Я начала кататься в 5-летнем возрасте, так что провела на льду около 11 лет, и это было время безумным. Было много как хорошего, так и много плохого. У меня появилось очень много друзей и хороших воспоминаний, которые останутся со мной на всю оставшуюся жизнь», написала Алиса Лью. Также фигуристка отметила, что не ожидала, что ее карьера будет настолько удачной. «Я так счастлива, я так довольна тем, как сложилась моя карьера в фигурном катании», написала Алиса Лью. Американка рассказала, что поскольку она достигла всех своих целей в фигурном катании, она собирается двигаться дальше по жизни, больше проводить времени с семьей и учиться. Напомним, что Алисе Лью всего 16 лет. Всего пару лет назад, когда во взрослое фигурное катание выходило наше великолепное поколение спортсменок в лице Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, многие именно американку называли главной соперницей россиянок. Ведь Алисе еще в 14 лет давался не только тройной аксель, но и четверные прыжки. Однако всем известная болезнь и последующая за этим отмена международных соревнований оттянули по времени полноценный старт фигуристки во взрослом международном фигурном катании. И вот спустя всего 1 сезон фигуристку как будто подменили. Конечно, все можно списать на возрастные изменения организма, но, по-моему, все куда проще, что косвенно подтверждает форма российских спортсменок примерно того же возраста. В отсутствие турниров Алиса попросту не смогла заставить себя продолжать усердно тренироваться. Вчерашняя главная надежда США в женском фигурном катании увидела жизнь, и спорт отошел на второй план. А как известно, профессиональный спорт не прощает к себе такого отношения. После возобновления международных стартов ни о каких элементах ультра-си уже речи не шло. А разговоры о том, что вот-вот и фигуристка вернет себе былую форму, так и остались просто разговорами. Россиянки оккупировали пьедесталы всех международных турниров, а Алиса превратилась в одну из тех фигуристок, которые стабильно от старта к старту смотрят награждение из зрительского зала. Все шло к тому, что карьера американки пройдет в районе 5-10 мест, но в дело вмешался случай, и имя ему отстранение российских спортсменов из международного спорта. И случилось это очень вовремя, прямо перед чемпионатом мира по фигурному катанию 2022 года. И Алиса смогла выжать из этой ситуации максимум. Если ее уровень на первенстве оставил больше вопросов, чем ответов, то вот итоговый результат оказался выше самых смелых ожиданий. Свои программы на чемпионате мира фигуристка завершала слезами разочарования, а апогеем происходящего, по-моему, стал момент, когда режиссер взял крупный план американки в середине произвольной программы. Алиса выглядела так, будто только что пробежала марафон. Вторую часть программы Лью докатывала с каскадом 3-2, еле держась на ногах. Тем не менее, судьи поставили американку 3-й, и после такого вот успеха спортсменка решила завязать с фигурным катанием. По сути, карьера Алисы Лью стала прекрасным олицетворением того, как даже самый невероятный талант без должного усердия и самопожертвования может превратиться в ничто. Профессиональный спорт такого отношения к себе не прощает.